Всем привет! Сегодня у меня на обзоре мини-PC от Texho на N100. Приезжает он в такой коробке. На одной грани у нас написано Hello World на Яве. На других гранях ничего интересного. Нас встречает инструкция на китайском и английском языке. Краткий пересказ возможностей и гайд по портам. В пакетике он у нас походу без крышки. Да, без крышки. Крышка получается отдельно. Нас встречает Wi-Fi модуль и шлейф для жесткого диска. Один разъем под память и все. 2 USB, 1 Type-C, SD карта, 2 Ethernet, HDMI DisplayPort и походу крышка. Да, крышка. Причем на защелках. На обратной стороне салазки для установки жесткого диска или SSD формата 2,5 дюйма. На дне коробки остался блок питания. 12 вольт, 30 ватт. Крепление на монитор и винтики. Для тестов я буду использовать память DDR4 16 ГБ 3200 МГц, жесткий диск на 320 ГБ и M2 SSD XPG на 512 ГБ. Не могу понять, он не закрывается. За салазок. Из-за вот этой вот фигни он сюда не влазит. Поэтому заменяем XPG-шную SSD-шку на SSD от Steam Deck. Да, он другого форм-фактора, его нельзя закрепить и винтиком. Он, кстати, меньше, чем Wi-Fi модуль, но зато у него нет радиатора и компьютер с ним закрывается. Так как эти мини-ПК поставляются обычно с 11 виндой, то я решил накатить 11 винду. Процессор 12 поколения, 4 ядра, 4 потока, поддерживает все современные инструкции, это VX2 и просто VX. В информации в материнской плате ничего интересного. В памяти у нас 16 гигабайт, можно глянуть SPD-шку. Одноканал, графика у нас встроенная, давайте посмотрим по бенчу, что будет. Давайте посмотрим в сравнении со старыми процессорами, с каким-нибудь i5 или что-нибудь с платформы AMD. Переходим к тесту YouTube. Как вы можете заметить, он у нас без труда тянет Full HD в 60 кадров. Тестировал тогда, когда YouTube работал. И с 4К он у нас вполне справляется, хотя есть некоторые выпавшие кадры. Здесь другая сцена, где в 4К в 30 кадров компьютер переваривает без проблем. И давайте переходить к игрушкам. Fallout New Vegas. Что-то около минимальных настроек графики. В стартовой локации в деревне мы получаем что-то около 35 кадров. Однако, если мы сейчас выйдем на открытое пространство, то FPS станет больше. Поднимется до 45. Переходим в Borderlands. Настройки графики минимальные, 900p. Получаем не самые стабильные 30 кадров. И давайте спустимся в метро. На начальной заставке у нас 30 кадров. Фреймтайм, ну, я даже не знаю. Full HD, минимальные настройки графики. Я считаю, это прям хороший бенчмарк для этого мини-ПК, так как здесь будет нагружена и видеокарта, и процессорная часть. В коридоре у нас хороший FPS, однако сейчас мы выйдем на собрание и получаем в районе 19 кадров. Здесь наглядно видно, как мы упираемся в наш теплопакет в 6 Вт. У нас низкая частота процессора и низкая частота видеоядра.
GTA 5, сюжетный режим, минимальные настройки графики, 900p, население и плотность трафика в максимум. 30 кадров, вроде бы как неплохо, однако смотрим на теплопакет, мы вышли за его границы, потому что сейчас идет окно турбобуста. Сейчас оно схлопнется, у нас снова упадут частоты, а с ними частота кадров в секунду. Теперь у нас снова 6 Вт и минимальные частоты видеоядра и процессора. Найдем машину и прокатимся по городу на большой скорости. Смотрим, без клеек, без монтажа, просто вот играю пару минут. Когда низкий FPS и есть небольшой input lag, управлять машиной крайне тяжело. Как мы видим, играть достаточно тяжело. Давайте попробуем его разогнать. Сделаем это, как и в прошлом ролике, с помощью поднятия теплопакета. Устанавливаем значение в 12,5 Вт и перезагружаемся. Как мы видим, теперь у нас проц не упирается в 6 Вт. Он спокойно уходит за его пределы. Возвращаемся в GTA, находим быструю машину, и что мы видим? У нас больше текстуры не прогружается перед носом. У нас больше не выпадают объекты. У нас все достаточно стабильно. Стабильная тридцаточка. Возвращаемся в метро, та же сцена, и здесь у нас уже 28 кадров. Играть гораздо приятнее. Единственное, что я сбавлю разрешение до 900p, потому что это все же шутер. И сейчас будет сцена, где надо будет много стрелять. Что ты сейчас сказал? Ты Артем? Нет. Тебя тут ищет один человек. Нет. Вот там, в проулке. Нет. Ну, как хочешь. Ищи сам тогда. Нет. Дяденька плохой. Дяденька жлоб. И напоследок, давайте откровенной жести запустим Death Stranding. И здесь нас встречает... Найдем настройки и посмотрим, что у нас там стоит. У нас выставилась Full HD, скорее всего. Где настройки, параметры, видео, графика. Да, у нас Full HD стоит. Давайте-ка посмотрим, поставить в минимум. А, минимум 720p. Ладно, настройки минимальные. Все, откол. Да? Да, минимум. Но это как-то нас не спасло. У нас 12 кадров, в принципе, играбельный. Примерно в 2 раза больше. Давайте посмотрим, что у нас будет в Киберпанке. Очевидцев, похитители неожиданно напали в самый разгар парада. Они перехватили платформу, где находились... Единственный вопрос. Кто я и где я? Как в этом мясе можно что-то распознать? А настройки точно минимальные. Причем еще и включены всякие улучшалки. А толку мало. Интересно еще то, что у нас процессор ничто не сковывает. У нас видеоядро пашет на максимум, и процессорные ядра тоже. А вот и перестрелочку устроим. Заодно вспомню, как играть. Легенда Найт Сити был попущен шпаной. И еще глянем синтетику.
Cinebench 24 года у нас не запускается. И я не знаю почему. Поэтому будем тестировать в R23. По однопоточной производительности мы обгоняем i7 четвертого поколения. Это где-то в районе 13 года. А в многопоточке мы не догоняем вообще никого. Хотя, в принципе, недалеко мы от 15-ваттного i7 11 поколения. Здесь еще можно видеть, что два теста. Первый тест без разгона, а верхний тест с разгоном. В однопоточке ничего не менялось. И перейдем в Linux. Возьмем, скажем, и соберем какую-нибудь игрушку из исходников. По аналогии с прошлым видео, соберем игру Perimeter из исходных кодов. Компиляция исходников занимает всего 4 минуты. Картинка не зернистая, поэтому разрешение оригинальное в 1080. Напоследок тест ютубом, все прекрасно работает, аппаратные кодеки все функционируют, значит драйвера поставились отлично, проблем вообще никаких не возникло. Давайте подводить итоги. Кому вообще можно рекомендовать этот мини-ПК? Это хороший компьютер начального уровня. Он не тормозит, на нем прекрасно работает интернет, можно работать с Word или любыми другими текстовыми форматами. Также можно заниматься программированием при условии, что это что-то несложное. Скажем, вот для изучения вполне себе подходит. Можно поиграть в нетребовательные игры, можно его подразогнать и тогда поиграть во что-нибудь более веселое. Единственное, что минусы, это то, что он шумноват и нельзя поставить SSD с радиатором, так как мешаются ласки для жесткого диска. Еще как плюс можно вынести это то, что у него Type-C-шный разъем, который умеет в DisplayPort. В теории сюда можно подключить 3 монитора. Хотя зачем? Ну, если есть желание, то можно. Придумать, зачем тут два RJ45 на 2,5 гигабита, мне не удалось. Была идея, типа, знаете, это роутер на 2 порта. Компьютер этот подключается к Wi-Fi и раздает интернет по LAN. Но возникает тоже вопрос, то есть, ну, дороговат он для этого. Если у вас появится идея, как еще можно использовать мини-ПК, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до встречи.